Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». В этом ролике мы предметно и в цифрах разберемся с тем, что выгоднее в качестве борьбы с инфляцией – золото или доллар. А также с тем, как, когда и почему рубль падал к золоту. Что являлось причиной этого и кто несет за это ответственность. С первым вопросом мы разберемся легко и просто. Мы не будем слушать и повторять мантры про внутренние силы и внутренние стоимости валют. Мы поступим максимально просто и понятно. Инфляция – это проявление обесценивания валюты. Мы просто посмотрим, к чему рубль за последние 100 лет упал сильнее. К золоту или к доллару? И ответ будет очень простой. К чему рубль упал сильнее, тот и выиграл. Мы не будем строить запутанных теорий с хитромудрыми дефляторами. Мы просто тупо сравним курсы рубля к доллару и к золоту за последние 100 лет. И сделаем выводы. Все предельно просто и понятно. Для этого просто перейдем к графикам курса рубля и к золоту и доллару с 30-х годов прошлого века. Как обычно, графики, использованные в этом ролике, размещены в публикации на Дзене. Ссылка на нее под этим роликом, и те, кому удобнее смотреть графики на сайте, а не с экрана камеры, могут открыть их по ссылке, которая находится внизу. Это графики золота и доллара к рублю середины 20-х, вот отсюда, прошлого века, по начало 70-х годов. Примерно отсюда. С левой стороны у нас цены золота за 1 грамм в современных рублях, о чем гласит вот эта красненькая надпись. Справа у нас доллар в современных рублях. Это оповещает нас об этом вот эта зелененькая надпись. График в годовых свечах, то есть одна свечка это 1 год. То есть вот такая вот свечка, вот такая. Одна свечка 1 год примерно. Как вы помните из предыдущих роликов, весь график доллара, то есть вот этот вот, мы рисовали в современных рублях. Для этого мы брали курсы Госбанка СССР, потом курсы ЦБ РФ и далее Московской биржи. Соединяли их и просто делили курсы до 1961 года и до 2000 года на деноминации рубля. Сначала делили на 10, то есть на деноминацию 1961 года, вот здесь была деноминация. А потом еще раз все до 1998 года поделили на 1000. Это деноминация 1998 года. Таким образом мы получили всю историю доллара в одной и той же единице, в современном рубле. Курс доллара, правда, в 1934 году получился лихой. Вот он. Это примерно 1/100 копейки. Это не значит, что доллар тогда был такой маленький. Нет. Это просто означает, что рубль с тех пор очень сильно упал. Тогда современный рубль, один современный рубль, это было примерно 10 тысяч рублей того времени. Очень немаленьких. Тогда это было примерно 50-100 месячных зарплат в то время. Просто это говорит о том, что рубль с тех пор очень сильно обесценивался. Черная палка слева, вот здесь и вот здесь. Это денежная реформа середины 20-х, когда вводили золотой червонец и потом постепенно с этим золотым червонцем сравняли обычный рубль. То, что рубль в конце 20-х, в начале 30-х стоял к золоту, вот это, вот этот фрагмент. А доллар упал почти в 2 раза. Вот этот вот момент. Это 1933 год. Отражает то, что в 1933 году доллар был к золоту девальвирован. Примерно с 25 долларов за унцию до 35. Ну, почти в 2 раза. Соответственно, падение в рубле отразилось. То есть рубль к золоту стоял. Поскольку доллар девальвировали, он, соответственно, к рублю упал. Мы не лезем в либеральные байки насчет неконвертируемости рубля. Во-первых, по этим курсам осуществлялся весь импорт и экспорт, который по этим же курсам потом попадал
в экономику СССР через розничные цены и в стоимости основных фондов. Через оборудование и станки имеется в виду. А во-вторых, в Штатах в то время частное владение золотом вообще было уголовным преступлением, чего в СССР не было никогда. Частный оборот золота мимо государственной скупки в СССР наказывался, но владение золотом не наказывалось никогда. Именно через государственную скупку по ценам, близким к рыночным, работала в 30-50-х годах в СССР вся золотодобыча. Как государственная, так и частная, артельная. Поэтому график золота вот этот график золота до 1992 года строился с использованием международной цены золота и полученного нами курса рубля. Вот этого. При этих предположениях смотрим курс в 1932-1934 годах. То есть он получается примерно так же, как и у доллара. 3 нуля, там единичка и троечка. Здесь получается 3 нуля, единичка и единичка. Нам вот эти вот небольшие колебания, то есть вот эти вот оно, это как раз колебание, оно нам не важно. Мы эту двоечку и троечку, эти 10, 15, 20% отбрасываем, поскольку вы увидите, что дальше у нас там речь пойдет о сотнях и тысячах процентов. И оставляем для учета начальный курс такой же, как и у доллара. Вот он, 1934 год. У нас доллар примерно 1/100 копейки. И золото за грамм тоже 1/100 копейки. До середины 30-х рубль был привязан к золоту и практически не колебался. То есть вот он немножко колебнулся на девальвации доллара, а так, в общем-то, стоял на месте. В конце 20-х, в начале 30-х, вот здесь, когда началась индустриализация, когда было много американского оборудования, американцы, как условие поставки станков и оборудования в СССР, настояли на том, чтобы мы тогда рассчитывались в долларах. И, соответственно, они осуществляли поставки в кредит. К середине 30-х, вот примерно к этому времени, в разгар Великой депрессии резко выросла затоваренность мировых рынков экспортными товарами СССР, и цена на них упала. На зерно, на нефть, на золото ситуация была немножко другая. То есть золото тогда совсем товаром не было. Это были фактически деньги. Американцы не принимали в зачет по кредитам товарные поставки и настаивали на расчетах по кредитам в долларах. Но золото не принимали. Поэтому СССР пришлось ослабить в 1936 году рубль к доллару почти в 5 раз. Примерно с 1 рубля в тех деньгах до примерно 5 рублей. Вот это ослабление рубля. А в современных деньгах это примерно с 1/100 копейки до 0,05 копейки. Вот до сюда. То есть это на графике видно. И, соответственно, почти в 6 раз поднялась внутренняя учетная цена золота. То есть вот она тоже почти с 1 рубля в тех деньгах до почти 6 рублей. Ну а в современных деньгах с 1/100 копейки до примерно 0,06 копейки. Но в закупочных ценах добычи она поднималась не так быстро. Цена доллара была поднята в основном для импорта и в торгсинах, магазинах, где продавались импортные товары. Не все тогда, как, впрочем, и всегда, определялось только экономикой. Чрезмерная девальвация рубля в 1936 году была одним из средств борьбы тогдашних либералов со Сталиным. В такой сильной девальвации нужды не было. Но под шумок тогдашние либералы, как у них принято, крепко приворовали. А сильная искусственная девальвация инициировала тогда приличную инфляцию в стране. По поводу чего в обществе возникло напряжение и недовольство, которое было использовано противниками Сталина для развязывания первой региональной фазы репрессий 1936 года и начала 1937 и для раскачивания внутренней ситуации, социально-политической ситуации в стране. То есть все примерно как в конце 80-х, в 98-м, 2008-м, 2014-м
и в начале 2022 года. Главной мировой валютой тогда был британский фунт. Первая мировая его только пошатнула, но не свалила. Для чего, собственно, эмитентам доллара и потребовалась Вторая мировая война. Поэтому американцы для расширения зоны оборота своего доллара и его укрепления настояли на расчетах по кредитам только в долларе США и золото не принимали. Что вынудило СССР прилично девальвировать рубль к золоту и, по сути, поддержать доллар в его войне с фунтом. Привет всем нашим экономистам, радеющим за экспорт наших товаров исключительно за иностранную валюту и якобы не понимающих при этом то, почему при этом падает рубль. Для этого нужно быть либо идиотом, либо предателем и иноагентом. Позже мы посмотрим, как выглядела борьба доллара и фунта на прямом курсе доллара к фунту. Но оперся тогда доллар крепко именно на рубль и золото СССР. Это было время Великой депрессии, на Западе все тогда были в растерянности, замешательстве и непонятках. Ну, примерно как сейчас, кстати. Дальше до 50-х годов, несмотря на войну, то есть вот этот период, рубль к золоту стоял и был неподвижен. То есть даже Вторая мировая война рубль не свалила. К доллару он тоже стоял на месте. В 50-м Сталин в ответ на Бреттон-Вудс, вот здесь, отвязал рубль от доллара. Тогда Сталин на основе очень быстро растущей производительности труда в СССР снизил в стране цены. Я отмечу параллельно, что рекорд роста экономики, поставленный в течение вот этих вот примерно 30 с копейками лет, до сих пор не побит. Не одного, там, не 3 лет, а именно на протяжении на сроке более чем 30 лет. Даже с учетом войны. То есть даже Китаем на сегодня этот рекорд не побит. То есть рекорд скорости роста остался непобитым. Используя быстрое увеличение производительности труда, Сталин пошел на снижение цен в стране, ну и, соответственно, укрепил, то есть увеличил золотое наполнение рубля. Естественно, при этом он опустил доллар к рублю. Ну, наверное, скорее всего, за это и поплатился собственной жизнью, в конце концов. Через 3 года после смерти Сталина, в 1957 году, вот здесь и вот здесь, Хрущеву вследствие его бестолковых реформ и их разгромных результатов потребовалось переходить к крупномасштабному импорту продовольствия, от которого СССР потом так никогда и не избавился. Поэтому Хрущеву пришлось опять перепривязывать рубль от золота к доллару и идти на политические уступки. И из-за сформировавшегося торгового дефицита с Западом почти 3-кратно девальвировать рубль к доллару и, соответственно, к золоту. Вот это 3-кратная девальвация рубля. Из-за реформ Хрущева. Ну и как следствие дефицита торгового. Через 4 года, в 1961 году, вот здесь, чтобы завуалировать эту девальвацию и скрыть рост цен, Хрущев провел деноминацию рубля 1 к 10. Ну, то есть механизм, понимаете. Цены начали росли, рубль деноминировали, ну и цены как будто бы в рознице упали. Ну, хотя народ, конечно, все понял. Реформы Хрущева во второй половине 50-х с уничтожением частного сектора в сельском хозяйстве и частных артелей в промышленности были главной экономической причиной последующих экономических проблем СССР в 70-х-80-х. Брежнев не рискнул вернуться к сталинской многоукладной экономике. Ну а после него, когда во власти уже скопилась откровенная Горбачевская, а потом Ельциновская варье, совсем было не до реформ. Экономику страны просто разворовали. В период с начала 30-х по конец 50-х, вот по вот это время, то есть с начала 30-х по конец 50-х, четко видим классическую 5-волновую структуру. То есть 3 волны и 2 коррекции. Первая волна, вторая волна коррекции, третья волна, 4-я волна коррекции и 5-я завершающая волна, которая завершила построение вот этой синей, ну как вы увидите потом,
первой волны в формировании первой большой зеленой волны. Ну, терминология это то есть синяя-зеленая, сине-зеленые волны это терминология из нашего файла, из нашего ролика, где мы смотрели золото в долларе историю. Переходим дальше к периоду 70-х, 80-х. Если до 70-х годов, вот до вот этого времени примерно, вот отсюда и вот до сюда, золото и доллар к рублю ходили примерно одинаково, то с 70-х годов картинка резко изменилась. Золото резко рвануло вверх, вот рывок, а доллар перешел к рублю в коридор. Вот он коридор. Отсюда начинается отличие. Вот с этого места. Если золото к рублю с начала 30-х к 80-м годам, то есть вот отсюда, к 80-м, выросло примерно в 100 раз, с 1/100 копейки, вот отсюда, до примерно 1 современной копейки в 80-м году, вот здесь, ну, серединка примерно вот здесь будет периода. А доллар к рублю с начала 30-х курс мы сюда пометили, золото. Вот он. 1 современная копейка. Доллар же, в свою очередь, с начала 30-х годов, примерно с курса 1/100 копейки, вот он здесь помечен, 34 год, к 80-м годам вырос примерно, ну, вот так вот возьмем, вырос примерно до 8 современных копеек. То есть доллар за это время вырос примерно 8 раз. То есть вот мы его курс тоже в 80-м году пометили. 8 современных копеек. Таким образом, за советский период к золоту рубль упал примерно в 100 раз. Вот оно падение. А к доллару примерно всего 8 раз. Вот так вот. То есть с 30-х по 80-е золото было эффективнее доллара более чем в 12 раз. На промежуточном финише 80-х золото оказалось сильно эффективнее доллара в борьбе с инфляцией в рубле. От конца 50-х к концу 70-х золото к рублю отрисовалась четкая 5-волновая структура. Ну, здесь только нечетные волны помечены, коррекции не помечены. Вот первая волна, вторая коррекция, третья волна, четвертая волна и растянутая пятая. В совокупности они отрисовали первую зеленую большую волну. То есть в нашей терминологии. Вот она примерно точно такая же волна, как она выглядела в золоте к доллару. То есть в этот же период. С 30-х по 70-й год. Но только в рублях скорость роста немножко выше. Потому что здесь золото к доллару. А вот здесь рубль еще и немножко падал к золоту. Помимо падения к золоту, он падал еще и к доллару. Но отличие будет во второй волне. То есть если до вот этого времени у нас все примерно одинаково, то во второй волне начинается отличие. В рубле она была только до конца 80-х, потом дальше начнется рост. И получилось на 10 лет короче. А в долларе она продолжалась до конца, ну, как вы помните, мы это уже рассматривали, до конца 90-х. Получилось на 10 лет короче. Дальше переходим к периоду 90-х, 2000-х годов. С конца 80-х, вот отсюда, по 2002 год, золото выросло примерно с 1 современной копейки, вот отсюда, до примерно 350 рублей. Вот они. Это примерно в 35 тысяч раз. Пометим курс золота в 2002 в нашем протоколе. 2002 год 350 рублей. Доллар за это время вырос к рублю с 0,08 копейки, то есть вот отсюда,
примерно с 0,08 до 32 рублей. То есть примерно в 40 тысяч раз. То есть на отрезке 80-х нулевых, то есть вот на этом вот отрезке и вот на вот этом, доллар и золото дали примерно одинаковый результат. Но как мы помним из ролика про историю золота к доллару, рост 50 раз, в чем хранить деньги, история с 1833 года, ссылка на этот ролик на экране и под видео в описании. Именно в этот период, с 90-х по 2000-е, доллар за счет разграбления ресурсов СССР получил передышку на 10 лет и практически не двигался к золоту. Вот этот период. Небольшая разница в росте золота и доллара к рублю – это как раз вот это небольшое усиление доллара к золоту в 90-х. Это усиление как раз и явилось следствием предательства Горбачева, а потом Ельцина. Убираем золото к доллару. Переходим к периоду с начала нулевых по наше время, то есть по 23 год. Вот так вот у нас график изменится сразу же, бодро. И уже знакомый доллар к рублю. Но прежде чем двинуться дальше в определении, кто круче, золото или доллар в борьбе с инфляцией, сначала продолжим разметку волн или от золота к рублю, то есть вот на этом графике. Напомню, для чего мы делаем разметку и пытаемся определить структуру волн. Во-первых, я стараюсь избежать более сложного объяснения набора возможных сценариев, и поэтому пользуюсь логикой классических волн или ота. А во-вторых, такой метод изложения необходим для того, чтобы вы хотя бы ощутили то, что в прогнозировании будущего всегда неизбежно присутствует неустранимая неопределенность. И хотя бы небольшое понимание внутренней кухни дает вам возможность формирования собственного понимания и собственной стратегии поведения. Это, конечно, несет определенный риск, и большинство из вас склонны просто получить конкретные инструкции для поведения. Но даже для того, чтобы их правильно воспринять и правильно использовать, все равно необходимо хоть немного понимать внутреннюю кухню. Это различие между тем, когда вашими средствами просто управляют, и вы даже не понимаете, что происходит, и тем, когда вы пользуетесь рекомендациями. Я уже даже не говорю о тех, кто пытается вырабатывать собственную осмысленную стратегию и тактику для бизнеса или для собственных экономических интересов. Но даже при выборе чужой стратегии управления вашими средствами или при разработке для вас стратегии развития, общее понимание ситуации, возможных рисков и направлений сценариев лишним точно не будет. Опытные управленцы меня точно поймут. Невозможно правильно выбрать подрядчика, ничего не понимая в предмете. А уж сформировать грамотное ТЗ и тем более. Как и в случае с золотом к доллару и с долларом к рублю, характер сценариев поведения золота к рублю определяется в основном двумя факторами. Масштабом и длительностью первой и второй больших зеленых волн, то есть вот этими вот вещами, ну там у нас до 30-х годов, и в меньшем масштабе степенью и фазой завершенности самой третьей большой волны. Помните, как у нас вот здесь все это было происходило? Если не помните, гляньте. То есть здесь вот это большая третья зеленая волна. Пока, для вас непонятно, мы сейчас разберемся с этими разметками. Поскольку масштаб по времени коррективной волны с 12 по 13 год, то есть вот этот вот промежуток, всего 2 года, вот они, раз, два. А масштаб второй зеленой волны 10 лет, то коррекция 12-13 года не может быть четвертой большой зеленой волной, а только внутренней коррективной волной всей большой зеленой третьей волны, то есть вот этой вот. По той же причине
большой четвертой зеленой волной не могут быть и коррекция 2016 года, то есть вот эта вот небольшая, и коррекция 2021 года, то есть вот это вот 1 год. Поэтому очевидно, что первая синяя волна, как внутренняя волна всей третьей большой зеленой волны, вот этой вот, с более высокой вероятностью находится именно перед коррекцией 2012-2013 года. То есть вот эта вот единичка как раз и говорит о том, что мы предполагаем, что вот это и с наибольшей вероятностью и есть первая синяя внутренняя волна. По заведенной традиции мы ее вот средней синенькой циферкой и обозначаем. В следующем максимуме 2016 года максимум первой волны может находиться с гораздо меньшей вероятностью, так как, во-первых, последующий фрагмент, то есть вот этот вот с 17 по 22 год, то есть вот этот фрагмент, тогда обязан быть третьей синей волной. Но тогда эта третья волна всего 5 лет. Посмотрите, вот они 5 лет. И это в 5 раз меньше, чем длительность предполагаемой тогда первой синей волны. То есть 90-е, 2000-е и немножко там и 5 лет в десятых годах. Вот они 25 лет. То есть не может третья волна быть короче первой, но таким существенным образом. И во-вторых, если максимум первой средней синей волны находится в 2016 году, то есть если он находится вот здесь, то коррекция 2022 года, вот эта вот коррекция, хоть и не сильно, но заходит в область, тогда бы заходила в область максимума первой средней синей волны. Поэтому наиболее вероятно расположение первой синей волны именно в максимуме 2011 года. То есть так, как у нас единичка это и помещена. Маленькими синими цифрами, вот они, раз, показана внутренняя структура первой синей волны. Раз, два, то есть раз, два, три, там внутри 4, 5. Соответственно, структура 2014-2022 год, то есть вот отсюда, от 2014 до 2022 года, это неизбежная оговорка, наиболее вероятно внутренняя синяя третья волна. Вот помечена циферкой. Во всей вот этой большой третьей волны, которая не вот здесь завершается. Дальше еще будет четвертая и пятая синие волны. Маленькие синие цифры показывают внутреннюю структуру на третьей синей волны. То есть вот этой. Раз волна, два волна, 3, 4. То есть вот она четвертая. И вот конец 2021 года, начало 2022 это пятая волна. Очевидно, что четвертая синяя волна в 2022 году только начала. Во второй половине 2022 года только началась. То есть это вот этот вот внутренняя структура, то есть вот этого года. То есть, ну, вы помните, как все это дело происходило. Ее продолжительность это примерно или как минимум размер второй волны, то есть 2-3 пару лет, или размер второй волны, помноженный на 2,5, на 1,5, на 1,6. Ну, или может быть четвертая волна будет чуть больше. Более подробно мы проанализируем макроструктуру золота к рублю в следующем ролике, в котором сделаем долгосрочный и среднесрочный сценарный анализ и прогноз. Но уже сейчас давайте отметим, что анализ золота к рублю, ну то есть его разметка этого графика, как и анализ золота к доллару, менее противоречив, чем анализ рубля к доллару.
Помните, как нас там мучили вихлястой вариативности и неопределенности? То есть мы там изгалялись, когда размещали график доллара к рублю. Отсюда мы вправе сделать предположение, что более объективными являются курсы рубля и доллара именно к золоту, а курс между ними – это простое следствие. Ну, это называется кросс-курсом среди валютных спекулянтов. Вот эта ситуация, она очень не банальна, поскольку она разрушает Бреттон-Вудские соглашения. А началось все это в 2013 году с приходом в ЦБ Эльвиры Сапихзадовны. Именно тогда на московской бирже началась прямая торговля золота за рубли, а не за доллары. До сих пор это происходит осторожненько, чтобы как в Лондоне. Но из-за ограничений по доллару ситуация очень быстро меняется. Мы будем ее отслеживать и анализировать. Золото с 2002 года по сегодняшний день выросло с 350 рублей, то есть примерно вот отсюда, до примерно 4500. Ну вот они, 4,5 примерно, то есть где-то вот здесь. То есть золото с 350 выросло до 4500. То есть примерно в 12 раз. А доллар с 2002 года по сегодня вырос с 32 рублей до примерно 70 сегодня. Тоже заносим в протокол 32,70. То есть за время правления Путина рубль упал к доллару всего в 2-2,5 раза. И золото опять прилично победило доллар в сражении с инфляцией. Примерно в 6 раз. Посмотрим общий счет за все примерно 100 лет. Делим конечный курс доллара 70 рублей на его начальный курс 1,01 копейки. Получаем, что доллар вырос к рублю за последние почти 100 лет примерно в 700 тысяч раз. Вот они. Соответственно, мы занесли это дело в протокол. Но к золоту рубль упал еще больше. Конечный курс 2023 года 4500. Делим на начальный курс 1,01 копейки. И получаем, что золото к рублю за это время выросло в умопомрачительные 45 миллионов раз. Заносим в протокол. То есть золото выросло к рублю в 65 раз, за это время в 65 раз сильнее, чем доллар вырос к рублю за эти 90-100 лет. Никакими процентами по долларовым депозитам или по трежерис это не кроется. Эта разница не кроется. Плюс за это время было как минимум 2 фактических дефолта доллара в 30-х и в 70-х годах. Другими словами, за последние 100 лет золото в 65 раз было эффективнее доллара в борьбе с инфляцией в рублях. Об этой связи курса валюты к золоту с инфляцией мы с вами говорили в ролике «Связь доллара с зарплатами и инфляцией, с энергетикой и циклами». Ссылка на этот ролик на экране и внизу в описании текущего ролика. Некоторые наиболее прозорливые зрители могут меня упрекнуть в том, что я все усложнил. Раздельно отслеживая рост золота и доллара к рублю, а потом сопоставляя данные, делал выводы о том, что росло быстрее. И что на самом деле все гораздо проще. Отличие в скорости роста золота и доллара в 65 раз – это просто выражение того, что доллар с 30-х годов упал к золоту в 65 раз. Абсолютно верно. Именно так все и есть. Падение рубля к золоту складывается из падения доллара к золоту и падения рубля к доллару. Это бесспорно. Но я параллельно преследовал еще одну цель, чисто психологическую. Нам с вами настолько плотно за последние 30-40 лет вбили в мозги мантру-стереотип про доллар, что я решил попробовать более наглядно показать инвестиционные преимущества золота по сравнению с долларом. А чтобы это было более понятно,
Я сделал это в форме сравнения параллельных инвестиций рубля в золото и в доллар. Цифры получились настолько циклопические, что никак не ощущаются и никак не воспринимаются. То есть они воспринимаются абсолютно абстрактно. Что такое в 65 раз быстрее в натуральном выражении? И что такое рост в 700 тысяч раз или в 45 миллионов раз? Как это ощутить? Это очень просто. И до слез обидно. Как и любая упущенная инвестиционная возможность, рассматриваемая на старых графиках. Рост в 45 миллионов раз означает, что то, чем был тогда один современный рубль, инвестированное в начале 30-х годов в золото, это 45 миллионов рублей сейчас. Понимаете? То есть то, чем был современный рубль в 30-х годах, инвестированный тогда в золото, сейчас это 45 миллионов рублей. А это 10-15 квартир. А то, чем был тогда один современный рубль, инвестированный тогда в доллары, сейчас это 700 тысяч рублей. А это, в отличие от 10-15 квартир, просто сильно подержанная машина. Примерно так выглядит разница скорости роста доллара и золота к рублю в 65 раз. Но то, чем был тогда один современный рубль, это примерно 10 тысяч рублей. Но если они оставлены были в рублях, то сейчас это и есть один современный рубль. Когда мы смотрели с вами доллар к рублю, мы с вами отмечали, что 99,9 падения рубля к доллару пришлось на период 90-х годов. Как видите, в золоте та же картина. Заметьте, Великая Отечественная война, вот мы на нее сейчас глянем, вот этот период. И здесь он, вот он. Не нанесла такого ущерба рублю, как 90-е годы. Оно и понятно. Если в войну огромная часть экономики была разрушена, а потом восстанавливалась, но мы были победителями, то в конце 80-х Горбачев обесценил нашу победу и создал условия для воровства восстановленных и вновь созданных после войны активов, что и было сделано при Ельцине. В ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота» мы с вами видели, что если мерить цены недвижимости в золоте, то никакой инфляции в недвижимости нет. А колебания цен в недвижимости в золоте просто отражают состояние реального платежеспособного спроса. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и внизу в описании текущего ролика. Эту же картину мы позже увидим и в других товарах. В нефти, газе, пшенице, цветных металлах и так далее. А теперь давайте посмотрим вместе на графике золота в долларе и золота в рубле. Слева у нас золото к рублю с 20-х годов, примерно отсюда. А справа золото к доллару, вот здесь. Тоже примерно с 20-х годов. Что мы видим? До 70-х. Вот примерно до этого времени. Мерой стоимости, то есть деньгами было золото. Ну, на самом деле было золото-слитковый стандарт, но это нюансы уже. Как только доллар отвязали от золота и сказали, что теперь деньги – это то, что производит печатный станок в том количестве, в котором необходимо, чтобы покрыть дефицит бюджета избранной страны, то есть США. Так сразу доллар начал обваливаться к старым деньгам, то есть к золоту. На самом деле сначала доллар начал обваливаться в конце 60-х. Вот эта движулечка началась. И только потом, в 1971 году, вот здесь, де-факто, а в 1974, то есть вот здесь, де-юре, из-за невозможности поддерживать реальное обеспечение доллара, ФРС сняла с себя ответственность размена доллара на золото. Но реальную необеспеченность на время запихали в девальвацию рубля 90-х годов. Мы ее только что смотрели. Но начиная с 2000-х, вот здесь, как мы с вами смотрели, вот она,
И плюс наш анализ, который мы делали. Проблема опять начала вырисовываться. Но здесь мы, в принципе, пока говорим не об этом. То есть мы видим одинаковую картину примерно и в рубле, и в долларе. То есть мы так просто масштаб берем и возьмем. То есть тут просто-напросто, как бы скажем так, то есть идет постоянное обесценивание. Позже мы посмотрим евро, иены, юани, фунты, рупии. И вы увидите, что везде все примерно то же самое. Отличаются только скорости падения валют к золоту. При этом золото лучше, чем валюту, защищает от инфляции. А использование золота в роли денег при операциях с недвижимостью, то есть того инструмента, в который мы возвращались после инвестиций в недвижимость, привело нас к втрое большему доходу, нежели если бы мы в качестве позиции в деньгах считали бы позицию в долларах. В ролике «Золото» в определении качества облигаций, недвижимости и акций мы выяснили, что все облигации в последние 50 лет падали к золоту и приносили совокупный доход кратно меньше, чем если бы вы просто находились в золоте. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим роликом. Там же мы с вами в этом ролике выяснили, что весь рост, то есть, я имею в виду недвижимость, что весь рост недвижимости с 2000-х это просто инфляция валют к золоту. Если просто продать недвижимость в 2000 году и выйти из нее в золото, то, как мы говорим, в деньги, то опять результат получился бы кратно лучше, чем нежели бы, если мы находились в недвижимости. Далее абсолютно то же самое мы увидим на индексе Dow Jones и в других фондовых индексах. А конкретно, что весь рост Dow Jones с 2000-х это просто банальная инфляция доллара к золоту. И точно так же мы увидим, что, как и в недвижимости, если выйти из Dow в начале 2000-х и просто находиться в золоте, то результат был бы сильно-сильно лучше, чем находиться в нем с начала 2000-х по настоящее время. Несмотря на его колоссальный рост с того времени в долларах. Но это просто инфляция доллара к золоту. И все. Что мы имеем в итоге? У нас есть актив, или как его сейчас называют, товар, которому последние 50 лет падают все валюты. Далее мы видим, что как и у доллара, долгосрочный прогноз, по которому мы с вами делали по доллару в ролике «Золото прогноз» на 15-20 лет, и так далее. У большинства валют к золоту прогноз примерно такой же, то есть падение в долгосрочной перспективе. И все западные и не очень банки в качестве резервов используют именно этот актив. Центральные банки делают то же самое. А якобы тупые и неинновационные Ротшильды и Рокфеллеры резервы держат в нем же, в золоте. В конце концов, ЦБ России переговаривается с ЦБ Ирана о создании для международных расчетов валюты. И почему-то тоже привязаны к этому активу. Более того, раньше, то есть несколько тысяч лет, этот актив и назывался деньгами. И именно в нем платили твердую зарплату. Но в 70-х перешли на другой способ выплаты зарплаты – фиатными валютами. Но выяснилось, что при этом способе зарплата, пересчитанная в золото или в товарное наполнение, за 50 лет сильно упала. Зато у всех появилась куча долгов, а у банков дополнительная прибыль. А как еще без кредита сохранить такой же объем потребления, если ваша зарплата в натуральных единицах этого потребления постоянно падает? Но этот актив якобы из-за неудобства расчетов при помощи специально обученных экономистов запретили называть деньгами и затруднили его оборот. Нас не интересует конспирология и гипотеза о том, что
для публики специально ввели некачественные эрзац деньги, чтобы удешевить ее труд и увеличить прибыль банков и корпораций. У нас интерес чисто практический, направленный на то, как обезопасить свои сбережения и увеличить доход. Поскольку золото безопаснее и выгоднее, как мы точно выяснили, чем фиатные валюты, подчеркиваю, то не будет ли более правильным в ситуации, когда мы находимся не в инвестициях, а, так сказать, в пассивной позиции, находиться не в деньгах, а в золоте? По крайней мере, в части тех средств, которые мы рассматриваем как средние и долгосрочные резервы, предназначенные для сбережения или для инвестирования. То есть мы пришли к выводу, что более безопасным в нейтральной позиции, то есть не в инвестициях, то есть более безопасным в нейтральной позиции, то есть не в инвестициях, находиться в золоте. И что позицию в золоте вообще не нужно рассматривать как инвестицию. А именно ее и нужно рассматривать как позицию в деньгах. А вот позицию в какой-либо валюте, исходя из большей силы золота именно к валютам, как раз и нужно рассматривать либо как инвестицию, либо как транзит средств через нее в какой-либо выбранный актив. То есть это надо рассматривать как инвестицию из золота в какую-либо валюту. Частично этот вопрос, но менее доказательно, мы с вами уже обсуждали в роликах «Золото-доллар 4. Часть 1. В чем хранить деньги. Нейтральная позиция в золоте». И в ролике «Золото-доллар 4. Часть 3. Структура сбережений. Золото-доллар. В чем хранить деньги». Ссылка на них на экране и под этим видео, в его описании. Сейчас вывод о большей безопасности золота, чем фиатной валюты, мы сделали на основе анализа пока доллара и рубля, а также на основе беглого ознакомления поведения в золоте, недвижимости и так называемых самых надежных облигаций американских трежерис. Мы с вами делаем только одно утверждение о том, что с очень высокой вероятностью золото сильнее фиатных валют. Далее, когда мы с вами посмотрим золото в других валютах, вы увидите, что исключений из этого практически нет. Разница только в скорости падения. Это не означает, что нужно покупать золото прямо сейчас на все рубли или доллары. В следующем ролике мы поговорим об этом более подробно. Про золото к доллару мы с вами уже говорили и делали прогноз. Далее мы с вами будем его корректировать и комментировать ситуацию. И я хочу отдельно обратить ваше внимание на следующий момент. Поведение золота к доллару и поведение золота к рублю – это не одно и то же. Это пока не совсем очевидно для вас, но вывод о необходимости покупать золото за доллары не означает автоматически необходимость его покупки за рубли. Чем дальше, тем больше ситуация будет расходиться. Именно в этом и есть валютное проявление происходящего сейчас распада единого евро-долларового пространства на отдельные валютные зоны. Я еще раз подчеркиваю, мы с вами не утверждаем, что золото самый пупер-пупер актив. Мы просто говорим, что оно качественнее фиатных валют. Все спекуляции на эту тему построены именно на этой подмене смыслов. Золото сравнивают с каким-нибудь активом и говорят, ну вот, смотрите, золото выросло меньше этого актива. Тем самым подменяя вопрос о качестве валюты по сравнению с золотом вопросом сравнения золота с активами. Но если актив качественный, он и должен расти в золоте. Но он только тогда и является качественным, когда он растет в золоте. Это мы с вами уже видели на примере трежерис и американской недвижимости. Качественный рост актива, то есть его рост в золоте, это не какая-то академическая абстракция. Это абсолютно практическая вещь, измеримая в конкретных заработанных или потерянных деньгах. Через 1-2 ролика мы с вами к этому вопросу вернемся более обстоятельно, поскольку мы уже вплотную подошли к вопросу о том, как безопаснее и доходнее работать с активами, с учетом того, что более качественными, по крайней мере, более качественными инвестиционными деньгами является золото. А все активы мы с вами видим в фиатных валютах. И как себя вести
в тех случаях, когда в одних валютах актив растет, а в других валютах или в золоте падает. Эту ситуацию мы видели в роликах про американскую недвижимость и облигации, когда смотрели на них в долларах и в золоте. Но сначала в следующем ролике мы завершим прогноз золота в рубле. И тогда рассмотренного треугольника золото-доллар, золото-рубль и доллар-рубль и недвижимости американских облигаций в долларах и золоте нам по минимуму уже будет достаточно, чтобы сделать первый набросок способов правильной оценки рынков и наиболее безопасной и наиболее доходной схемы работы с активами. Все прогнозы из предыдущего ролика я оставляю в силе, но добавлю прогноз по фондовому рынку России. Российский рынок продолжит падение. Локальная остановка в первой половине марта, то есть через 2-3 недели. И сейчас возможно ускорение падения до значения 650-700 по индексу РТС. По всей видимости, это будет связано с какой-то эскалацией конфликта с Западом в ближайшее время или с резким изменением политики ФРС и ускорением роста ставок и, соответственно, падение рынков сырья. Глобальный минимум по индексу РТС, на мой взгляд, будет в районе 200 пунктов. А по индексу Московской биржи, то есть в рублях, в районе 900-1100. На мой взгляд, минимум нашего рынка будет достигнут в сентябре-ноябре этого года, а максимум доллара в августе-сентябре. Сроки минимума российского фондового рынка и максимума доллара примерно коррелируют с моими прогнозами минимумов нефти и золота, и минимум золота в долларах. В следующем ролике мы с вами продолжим прогноз золота к рублю. Если вам интересен материал канала, подписывайтесь. Напомню, что сейчас раньше всего материалы канала выходят на Дзене. Поэтому, если вы подписаны на YouTube, рекомендую продублировать подписку и на Дзене, чтобы уменьшить риски от возможной блокировки канала. Ссылки на канал в Дзене внизу. Ссылка на предыдущие ролики. На этом разрешите попрощаться, друзья. Всем спокойствия, ясности и уверенности. И до встречи в следующем ролике.